ВСУ готовы нанести удар по войскам на территории Беларуси. Пропагандисты РФ говорят об акте возмездия за наступление украинцев в Курской области. Дуров же остается под стражей. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Путин – больное существо. Зеленский отреагировал на масштабную атаку России по Украине. В Москве заявили, что это удар возмездия. Путін собі не зраджує, це хвора істота, всім вже давно зрозуміло. Лукашенко направил к Чернобыльской зоне войска и бывших вагнеровцев. В МИД Украины требует Минск отвести военные силы и готовятся к ответным действиям. Это предупреждение, что не нужно вступать в войну на стороне России. Это может плохо кончиться. Ким Чен Ын хочет быть королем дронов. КНДР наращивает производство беспилотников и следит за войной в Украине. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Украина подверглась массированному ракетно-дроновому обстрелу со стороны РФ. Российские пропагандисты уже назвали утреннюю атаку ударом возмездия за наступление украинцев в Курской области. В то же время в Украине сообщают, что от российских обстрелов пострадало 15 областей Украины. РФ выпустила более сотни ракет и сотни дронов. Украинский премьер-министр назвал цели, по которым били россияне. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. Укрэнерго вынуждена применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. Главы ОВА получили задание развернуть при необходимости пункты несокрушимости. Кроме того, в ряде областей зафиксированы удары по жилым домам, в частности в Луцке. Там дрон «Шахед» прицельно ударил по многоэтажке. А еще, судя по всему, российские войска пытались атаковать Киевскую ГЭС. Высокоточная ракета попала точно в Киевское водохранилище. Кадрами полета поделились украинские военные. В областных военных администрациях Украины сообщают о пострадавших и погибших среди населения. Отмечу, что российские ракеты долетели и до границы Закарпатской и Львовской областей. Из-за приближения воздушных целей к государственной границе соседней Польши в Варшаве заявили, что в небо была поднята боевая авиация. После массированного обстрела в Украине призвали западных партнеров наконец дать разрешение бить по российской территории дальнобойным оружием, в частности по объектам, с которых запускаются ракеты. Кроме того, Зеленский назвал Путина больным существом, а сам Путин в это время на совещании по экономическим вопросам вдруг заговорил о своей так называемой спецоперации. Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. А это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России. Украина также пыталась нанести удар по территории России. Для этого, как правило, используются дроны самолетного типа. Массовый налет зафиксирован на 2 города, которые находятся друг напротив друга на правом и левом берегу Волги. Речь о Саратове и Энгельсе. В Саратове на пути дрона оказалось самое высокое здание города. В Энгельсе находится военный аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики РФ и из которого они взлетают для того, чтобы нанести удары по Украине. В РФ заявляют, что потерь нет. В ведомстве Белоусова лишь отчитались, что 22 беспилотника были сбиты, к тому же не только над Саратовской областью, но еще и над Курской, Белгородской, Брянской, Тульской и Орловской областями. Напомню, что Украина уже неоднократно атаковала военный аэродром в Энгельсе. Впервые это произошло в 2022 году. По информации из открытых источников, силам обороны Украины ранее удалось даже повредить несколько самолетов Ту-95. Потери были и среди личного состава. После этого россияне взялись за маскировку и нарисовали самолеты на территории аэродрома. Это стало известно благодаря фотоснимкам из космоса. Украина имеет качественные спутниковые снимки не только таких объектов на территории РФ. Нью-Йорк Таймс пишет, что перед своим успешным наступлением в Курской области ВСУ получили от США и Великобритании спутниковые снимки и другие данные об этом регионе.
По данным издания, которое ссылается на неназванных американских и британских аналитиков, спутниковые данные передавались Украине, чтобы вооруженные силы имели возможность отслеживать, что происходит с подкреплением оккупационных войск РФ, которые могли представлять угрозу. В публикации также говорится о том, что расширение линии фронта требует значительных ресурсов. Тем временем расширение, судя по всему, происходит. Є просування наше в Курській області від 1 до 3 кілометрів. Взяли під контроль ще 2 населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду. Украинские военные говорят, что также в Курской области под их контроль перешли и боесклады РФ. Улов отборного минометного быка. Тем временем аналитики Американского института изучения войны сообщают, что россияне перебрасывают свои силы на Курское направление, но не с Покровского, где сейчас идут ожесточенные бои, а с менее приоритетных, например, из Запорожской области Украины. Войска Лукашенко, военные объекты и пути снабжения станут законной целью и будут уничтожены силами ВСУ, если по приказу самопровозглашенного начнется новое наступление в Украину с территории Беларуси. Министерство иностранных дел Украины сообщает о недружественных действиях Минска. Украинская разведка фиксирует в Гомельской области скопление личного состава, техники, танков, артиллерии, РСЗО и ПВО у северных границ Украины. Помимо этого идентифицированы наемники бывшей ЧВК «Вагнер», говорят в Украине. Все это происходит якобы под видом учений. Призываем должностных лиц Беларуси не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Республики Беларусь систем огня. Гомельская область Беларуси граничит сразу с несколькими украинскими областями. В МИД Украины говорят об угрозах для Чернобыльской АЭС. В феврале 2022 года, напомню, россияне заходили в Киевскую область как раз через зону отчуждения. Тогда они оккупировали АЭС, взяли работников в плен и даже окапывались в радиоактивных лесах Чернобыльской зоны. Действия Лукашенко и заявления Украины мы обсудили с политическим аналитиком Ольгой Курносовой. Мы же помним, что буквально несколько дней назад Лукашенко, наоборот, собственно, несколько дней назад, когда он поздравлял Украину с Днем независимости, да, он говорил чуть ли не о братских народах. И он постоянно в последнее время призывал к поиску мира. И такое было ощущение, что он обращается даже не столько к Украине, сколько к Западу с предложением начать с ним диалог. Я не исключаю, что он мог, или не он, а его переговорщики, которые, я уверена, в этот момент находились на Западе, не получили того ответа, который ждал Лукашенко, и поэтому он решил к прянику добавить немножко кнута и показать, что он может его укусить. И я уверена, что Путин постоянно пытается давить на Лукашенко с тем, чтобы подключить и вооруженные силы Белоруссии к войне. И мне кажется, что вот это заявление МИД – это про это. Это предупреждение, что не нужно вступать в войну на стороне России. Это может плохо кончиться. Добавлю, в Киеве заявили, что Украина никогда не делала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа. Отпустят или же предъявят обвинения. Французские правоохранители, согласно закону, в течение 96 часов после задержания должны определить дальнейшую судьбу миллиардера и создателя Telegram Павла Дурова. Лишь 4 суток французы могут удерживать его без предъявления обвинения. Однако, как сообщает западная пресса, если дело касается особо тяжких статей, как, например, подозрения в терроризме, то этот срок принятия решения может увеличиться еще на 2 суток. С 24 августа, дня, когда Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, и до 12 часов дня 26 августа, официальные представители французской власти никак не комментировали это событие. Отмечу, что лишь через сутки на арест отреагировала и команда Telegram. Коллеги Дурова заявили, что создателю мессенджера нечего скрывать, он соблюдает законы ЕС, в том числе и закон о цифровых услугах. И по мнению команды утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление
пользование этой платформой абсурдно. Это была цитата из заявления Telegram. А Дуров, я напомню, по сообщениям французской прессы, задержан по подозрению в причастности к обороту наркотиков, терроризму, педофилии, мошенничеству и из-за того, что Telegram отказывался модерировать контент. О том, почему российская пропаганда продолжает называть арест Дурова ударом по свободе слова в Европе, мы поговорили с политическим аналитиком. Ну, конечно, вопли российских пропагандистов, как говорили в известной в свое время передаче юмористической на российском телевидении «Хрюн и Степан», доставляет вот эта истерика российских пропагандистов, потому что чья бы корова мычала, а их бы точно не мяукала в России, где свободы слова нет вообще, где за каждое не то что слово, а за выход с пустым листком бумаги сажают в тюрьму на много лет, рассказывают нам о свободе слова. Очень волнуются в России, что властям Франции станет известно многое из того, что происходит в Телеграм. Я уж не говорю про то, что и в военных подразделениях многие сообщения идут в Телеграме. И вот это, конечно, истерика, она очень серьезная. Ким Чен Ын стремится быть королем дронов камикадзе. Находясь в КНДР, он следит за развитием и модернизацией беспилотников в мире и решил увеличить производство ударных БПЛА. О том, как Пхеньян сейчас делает акцент на вооружение дронами, пишет Рейтер. По данным агентства, Ким уже посетил Институт беспилотников Академии оборонных наук, где наблюдал за испытанием беспилотников, которые идентифицировали и уничтожали определенные цели после полета по различным заданным маршрутам. Северокорейский диктатор, который активно сотрудничает с Путиным, хочет, чтобы КНДР имела подводные ударные, стратегические, разведывательные и многоцелевые дроны. Они должны будут появиться на вооружении пехотных подразделений и у войск специального назначения. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.